В России заговорили о победе. Стремительное изменение на линии фронта. Официальное заявление из Москвы о достигнутых целях. Подготовка к военному вторжению, смене власти и, вероятно, ликвидации президента. Военные силы направлены на главу государства. Что происходит? Требования Москвы к Макрону, французскому президенту, который назвал Путина людоедом и хищником, отправлен сигнал из России. Что сказали в ответ? Зеленский критикует Запад из-за разговоров о создании буферной зоны у линии фронта. Что потребовал от союзников и какой ультиматум выдвинула Россия? Трагедия с Трампом. Вашингтон прорабатывает стратегию на случай невозможности президента править страной. Выстоит ли Белый дом? Озвучен план. Систематические удары по России дальнобойной ракетой «Фламинго», эскалация и ответный удар. Детали. Турция наносит удар по Израилю, разрыв отношений и резкое заявление. Каков ответ Анкары на действия Цахал в Газе? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями, отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Макрон не покинет Елисейский дворец. Президент Франции уверяет, его досрочной отставки никто не дождется. Так он отреагировал на слухи о том, что может покинуть кресло президента досрочно на фоне политического кризиса. Несмотря на угрозу провала правительства Франсуа Байру и рекордно низкие рейтинги, Макрон заявил, что будет править Францией до конца своего срока. Что касается меня, я верю в демократию. Демократия заключается в том, что люди голосуют за определенный мандат. Мандат, который мне дали французы, и никто другой, будет исполнен до конца срока в соответствии с обязательствами, которые я взял перед французским народом, даже при всем уважении к тем, кто несколько раз проигрывал на этих выборах. Кризис во Франции разгорелся после того, как премьер Байру объявил, что 8 сентября вынесет на голосование в парламенте вопрос о доверии своему правительству. Оппозиционные силы быстро дали понять, что будут голосовать против него и его правительства меньшинства. А лидер ультраправых открыто потребовал от Макрона назначить досрочные выборы. В то же время в Москве требуют от Макрона быть аккуратнее с формулировками и подбирать слова. В МИД РФ отреагировали на слова Макрона, который недавно назвал Путина людоедом и хищником, стоящим у ворот Европы, заявив, что Россию нужно продолжать есть для собственного выживания, а действия Кремля создают длительную угрозу для Европы. Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь просто какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа. Я даже шутить на этот счет не хочу. Удары по России новыми украинскими ракетами «Фламинго» могут заставить Москву вновь заговорить о применении ядерного оружия. Об этом пишет издание Le Point, напоминая, что «Фламинго» способна преодолеть 3000 километров и имеет погрешность лишь в 14 метров. Издание сравнивает эту ракету с американскими томагавками, но цена украинской ракеты в 5 раз меньше. Россия, безусловно, попытается адаптироваться к угрозе, усилить противовоздушную оборону, укрепить и по возможности, переместить объекты, атаковать украинские производственные центры и вести пропаганду, осуждающую действия Украины. Однако этого, вероятно, будет недостаточно, чтобы предотвратить кампанию глубоких ударов, которая будет гораздо опаснее, чем действия немецкой авиации в 1941-1944 годах. Вопрос ядерной угрозы неизбежно вернется в повестку дня. При этом издания уточняют, что, вероятно, угрозы со стороны России будут громкими, но реальных действий не последует. Le Point пишет, что систематические удары «Фламинго» по России, если Украина запустит серийное производство этого оружия и будет им бить на постоянной основе, может подтолкнуть Москву к деэскалации и переговорам о мире. Это была цитата. Переговоры о мире между Путиным и Зеленским могут состояться после того, как будет проведена экспертная работа на более низком уровне. Кремль вновь заявляет, что Путин готов к такой встрече с Зеленским, но пока не время. Так Москва отреагировала на заявление Мерца, который за последние пару дней дважды заявил о том, что, вероятно, такая встреча не состоится из-за действий Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые
предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне. А Мерц тем временем вновь заговорил о гарантиях безопасности для Украины. Говорит, что основной посыл – это укрепление по всем фронтам ВСУ. Речь в первую очередь о вооружении украинской армии, ее финансировании и качественной подготовке. По заявлениям Мерца, Берлин берет на себя во многом ответственность за реализацию всех планов. И в этом вопросе мы все едины. Киеву нужны надежные гарантии безопасности. Я представляю себе широкий подход, опирающийся на несколько столпов. Хорошо, что мы также согласны в этом, дорогой Эммануэль. И самый важный столб заключается в том, что уже сейчас вооруженные силы Украины должны постоянно укрепляться в плане вооружения, финансирования и подготовки. И здесь мы оба несем ответственность. Германия несет большую ответственность, и так будет и дальше. Условия России должны быть учтены в вопросе будущих гарантий безопасности для Украины. Об этом заявили в российском МИДе. Там уверены, что пока западные предложения увеличивают риск войны между Москвой и Западом, и озвучили свои главные требования. Мы исходим из того, что предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер, строятся с очевидным расчетом на сдерживание России, и авторы подобных идей идут по пути втягивания киевского режима в орбиту НАТО. Нарушение, подчеркну, нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины согласно же Декларации о государственном суверенитете 1990 года. Кроме того, такая линия нарушает принцип неделимости безопасности и закрепляет за Киевом роль стратегического провокатора на российских границах и повышает риск вовлечения Альянса в вооруженный конфликт с нашей страной. Напомню, что сейчас не утихают разговоры о том, что Европа рассматривает возможность создания 40-километровой буферной зоны возле линии фронта в Украине. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседников издания, буферную зону военные и гражданские чиновники обсуждают и как пункт мирного соглашения, и как часть послевоенного устройства Украины. В то же время Зеленский накануне раскритиковал тех, кто заикается за эту зону. Он говорит, что такую идею могут предлагать только те, далее цитата, кто не понимает, в каком технологическом состоянии сейчас идет война. Он заявил, что по сути серая зона уже существует, и у России и Украины тяжелая техника отведена на большое расстояние от линии фронта, а войска чаще используют дроны. При этом Зеленский озвучил требования Киева. Гарантии безопасности должны быть прописаны на бумаге, никакого сокращения ВСУ, поддержка НАТО в случае новой войны, а также санкции против России и использование российских замороженных активов на восстановление Украины. Отправил Зеленский и сигнал Трампу. Мы договорились. Чего еще от нас ждут? Россия, напротив, до сих пор не согласилась. А потом мы услышали от президента: «Хорошо, мы будем готовы через пару недель». Когда мы говорили, это означало 2-3 недели. Просто напомню всем через ваши камеры, что 2 недели истекают в понедельник. И мы всем напомним. Европа, Украина и официальные лица США разочарованы тем, что мира в Украине нет, и винят во всем спецпосланника Трампа Уиткофа. Он неправильно понимает Путина и россиян. Именно поэтому его переговоры в Кремле не принесли никаких плодов. Статья в издании «Политика» стала причиной большого скандала. Ряд этих людей утверждают, что война гораздо сложнее, чем кажется доверенному лицу Трампа, и винят его в том, что американские усилия пока не принесли значительных уступок от Москвы. Его неопытность очевидна. У него есть доступ к президенту. Это очевидно. Но были некоторые путанные сообщения о том, что было сказано и согласовано, сказал человек, знакомый с дипломатическими усилиями. Эту статью уже изучили вдоль и поперек в Белом доме. Там назвали материал примером журналистской халатности и раскритиковали журналистку, заявив, что Уитков все-таки правильно понимает, что и как говорит Путин, а также чего требует Москва. Чтобы внести ясность, Стив Уиткауф – неоценимый член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему говорили русские и на что они согласились. Поверьте, я видел разведданные. Плоды его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов в войне между Россией и Украиной до четко определенного набора вопросов, в частности, гарантий безопасности и территориальных уступок. ВСУ потеряли позиции на Покровском направлении. Украинским войскам пришлось оставить населенный пункт 1 мая или Леонтовичи. Об этом заявляет украинский военный и блогер с позывным «Мучной». Он пишет о стремительном изменении ситуации на этом участке фронта и причинах, по которым был потерян населенный пункт. Ситуация стремительно обострилась. Удержать поселок 1 мая нашим подразделениям не удалось.
Из-за массированного натиска вражеской пехоты, постоянной работы FPV-дронов и артиллерии, каждый дом буквально оказался под ударами. Держать населенный пункт стало невозможно, поэтому наши бойцы отошли на подготовленные рубежи ближе к пригороду. Россияне заявляли о взятии под свой контроль этого населенного пункта пару дней назад и публиковали видео с поднятием флага, как утверждалось, в этом населенном пункте. Украинский генштаб при этом потери не подтверждал. Согласно же данным мониторингового канала Deep State, часть населенного пункта находится в серой зоне, то есть ее никто не контролирует, а вторая часть находится под контролем Украины. В то же время в России заговорили о победе. Говорят, что это цель страны, поставленная Путиным, и к ней войска РФ приближаются. Белоусов при этом акцентировал внимание на том, как ВС РФ собираются увеличить скорость продвижения. В ход пойдут квадроциклы, мотоциклы и багги. В прошлом году на расширенном заседании коллегии зафиксировали 10 приоритетных направлений деятельности Министерства обороны. Ключевое из них, безусловно, это обеспечение достижения победы в специальной военной операции и реализация целей, определенных Верховным Главнокомандующим. Третий ключевой момент – это повышение скорости передвижения тактических групп. В текущем году поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги. До конца года предусмотрено передать в войска еще 12 186 единиц данной техники. Разрыв отношений с Израилем. Турция говорит свое жесткое «нет» и закрывает все двери. Анкара приняла экстренное решение. Прекращена вся торговля с Израилем из-за ситуации в секторе Газа и недавних ударов по соседним Сирии, Йемену и Ливану. Кроме того, Турция закрывает свое воздушное пространство для израильских самолетов, а свои порты для израильских судов. Мы закрыли наши порты для израильских судов и не разрешаем турецким судам заходить в порты Израиля. Я хочу подчеркнуть, что нет другой страны, которая полностью прекратила торговлю с Израилем. Мы не допускаем в наши порты контейнеровозы, перевозящие оружие и боеприпасы в Израиль, а также не разрешаем самолетам входить в наше воздушное пространство. Турция и прежде осуждала действия Израиля в секторе Газа, обвиняя его в геноциде и военных преступлениях. А президент Эрдоган называл израильские операции массовыми убийствами и призывал к немедленному прекращению огня. Кроме того, в прошлом году Турция присоединилась к иску Южной Африки против Израиля в Международном суде. Напомню, накануне Газа была объявлена Израилем зоной боевых столкновений. Там отменили действия ежедневных тактических пауз. Цахал все так же намерен взять Газу под свой полный контроль. Охота на президента начата. Готовится вероятное военное вторжение с целью смены власти и ликвидации главы государства. Трамп решил лишить страну того, кто ею правит. Его главный противник на этот час – Николас Мадуро. Американский флот уже у берегов Венесуэлы, 7 военных кораблей, среди них 3 эсминца с управляемыми ракетами и ударная подлодка, а также 4500 военных и 2200 морпехов. Все это больше похоже не на антинаркотическую операцию, а на подготовку к смене режима, пишет западная пресса. Axios сообщает, в Белом доме всерьез обсуждают сценарии от свержения власти Николаса Мадуро до его физической ликвидации. За президента Венесуэлы назначена награда в $50 миллионов, и Вашингтон явно рассчитывает, что либо близкое окружение устранит Мадуро ради денег, либо США нанесут решающий удар сами. Советники Дональда Трампа не скрывают, что это может быть Норьега 2.0, как в 1989 году, когда американские войска захватили президента Панамы. Другие говорят еще жестче: оставлять Мадуро у власти – то же самое, что доверить детсад Эпштейну. Сценарий прямого вторжения маловероятен, но Пентагон уже готовится к агрессивным перехватам судов у берегов Венесуэлы, а в кулуарах обсуждают и самый радикальный вариант – устранения Мадуро. В Каракасе все это называют преступным военным вторжением и попыткой захвата нефти. Также возможны авиаудары. Источники предполагают, что целями могут стать малонаселенные районы джунглей, где предполагается производство кокаина или активность картелей, или же новый завод боеприпасов российского производства. Некоторые в окружении Трампа даже считают, что Мадуро может стать целью удара дрона, учитывая, что он официально является террористом. Однако чиновники, говорившие с Axios, преуменьшили вероятность такого сценария.
Трамп ударил по своей бывшей сопернице Камале Харрис. Он одним днем лишил ее государственной охраны. По распоряжению Трампа секретная служба больше не будет охранять Харрис. Ее защита продлилась дольше положенного срока лишь благодаря Джо Байдену, который оставил личную страховку своей экс-вице. Но теперь решение Байдена отменено. Символично, Харрис осталась без охраны как раз перед туром по стране с презентацией книги о проваленной президентской кампании. Ранее, напомню, Трамп подписал ноту, в которой объявил, что доступ к секретным материалам не отвечает интересам страны для целого списка бывших чиновников. В нем, опять же, Камала Харрис, Хиллари Клинтон, Лиз Чейни и даже члены семьи Байдена. Они уже не получают президентские брифинги и засекреченные данные. В то же время нынешний вице-президент США Джей Ди Венс, которого Трамп ранее называл своим преемником, заявил, что если с Трампом вдруг случится трагедия, то он сможет занять его место в овальном кабинете. И хотя большинство людей, работающих рядом с президентом США, моложе его, я думаю, что мы видим, он всегда последний, кто ложится спать, последний, кто звонит по телефону ночью, и первый, кто просыпается и снова начинает звонки утром. Да, всегда может что-то случиться. Да, происходят ужасные трагедии. Но я абсолютно уверен, что президент США в отличной форме, он доработает свой срок до конца и сделает для американцев много великих дел. А если, не дай бог, произойдет трагедия, лучшего опыта, чем тот, что я получил за последние 200 дней, трудно представить. Друзья, спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.